Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, друзья, приготовим очень вкусный, красивый бисквитный торт. Для начала нам нужно приготовить бисквит. В дежу миксера отправляем масло комнатной температуры, добавляем сахар и взбиваем масло с сахаром до бела. Минимум 5-10 минут. Отдельно также взбиваем яйца. Взвешиваем и просеиваем муку. Масло у нас взбилось до белого состояния. Потихоньку добавляем яйца. И продолжаем взбивать еще 5-10 минут. Просеянную муку добавляем в разрыхлитель. Останавливаем миксер. Добавляем порциями муку и тщательно снизу вверх массу перемешиваем. Долго перемешивать не нужно, чтобы масса не стала плотной. Перегружаем тесто в форму. Тесто разделили на 2 порции. Накрываем фольгой. Фольга нам поможет при выпекании, чтобы на бисквите не создавалась шапочка. Пока тесто выпекается, готовим конфи. Замороженную клубнику я погрузила в сотейник, включила средний огонь и прогреваю. Отдельно сахар, крахмал перемешиваем вместе. Клубника у нас растаяла, прогрелась. Я измельчила ее блендером и частями ввожу крахмал с сахаром. Нужно довести до кипения и буквально прогреть еще 1 минутку. Конфи готово. Перегружаем в миску и накрываем пленкой в контакт. Оставляем до полного охлаждения. Коржи у нас пропеклись. Видите, практически нету шапочки такой, свойственно, как бисквит, когда пропекаем. Это благодаря фольге. Нам нужно подготовить желатин. На водяной бане я поставила набухший желатин и прогреваю его тихонько. Это нам нужно для крема. Для крема в холодную дежу, я ее охладила в холодильнике, добавляю холодные сливки и взбиваю в среднем 5 минут, вот до полужидкого такого состояния. И добавляю сахарную пудру. Продолжаю опять взбивать на очень маленьких оборотах. Вот второй раз уже сливки взбились до густого состояния. И начинаю вводить прогретый желатин, который я прогревала на водяной бане. Для того, чтобы масса была однородной, в желатин добавляем 5-6 ложек взбитых сливок, как я вот показываю, размешиваем до однородной массы. Желатин должен быть прогретый, полностью распущенный, но немножко нужно его охладить. И вот вводим тоненькой струйкой и продолжаем крем взбивать. Взбиваем вот уже до густого состояния. Вот так они должны держаться на венчике. Крем получается очень пышный, вкусный и хорошо держит форму. Желатин почти в нем не чувствуется. Разрезаем коржи пополам. Делаем сначала насечку ножом, потом протягиваем и разрезаем пополам.
будем собирать наш тортик. Выкладываем в форму один корж. В кондитерский мешочек мы перегрузили крем, также конфи, и делаем слои. Все очень легко и просто. Торт получается очень вкусный. Кто любит влажные тортики, можете сделать еще пропитку и коржи, каждый корж пропитать. Я оставлю рецепт пропитки. Как обычно, будет полный рецепт приготовления внизу под видео в описании. Можете зайти в любое время посмотреть. Вот тортик пропитался у меня. Я на ночь оставила. Готовила этот торт мужу на день рождения. Будем готовить крем для украшения. Также добавляем в холодную дежу холодные сливки. Немножко на малых оборотах взбиваем. Буквально пару минут. Добавляем сахарную пудру. Продолжаем взбивать. И добавляем маскарпоне. Все на маленьких оборотах. Продолжаем взбивать. Также добавляем струйкой растопленный, набухший желатин. Предварительно я также добавила в него несколько ложек крема, перемешала и легкой струечкой ввожу. Взбиваем уже несколько минут на слабых оборотах, и крем для украшения уже готов. Разделим его на 3 части и в каждую часть добавим краситель. Одна часть у меня будет белая, одна будет темно-розовая и светло-розовый такой вот цвет. Добавляем пищевой краситель. Украсить вы можете на свое усмотрение. Я украсила так, как я захотела в этот день. Торт очень вкусный, красивый, нарядный. Поэтому обязательно приготовьте. Вам очень понравится. Ну что ж, мои дорогие, приятного просмотра. Не забудьте подписаться на мой канал. Впереди будет еще очень много интересного и вкусного. До новых встреч. Пока-пока. Thank you.